Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 16 по 22 октября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Ну, для вас, мои дорогие Весы, вот эта неделя, 14 октября, солнечное затмение, ваши знаки. А в последующие, через 2 недели, дни 28 октября, будет лунное затмение в знаке Телец. И Телец, и вы, управляющая планета Венера, вопросы отношений, взаимоотношений и финансов. Или откуда мы получаем эти финансы, могут выйти на первый план. Могут обстоятельства в вашей жизни вас словно подталкивать к каким-то решениям или сделать те или иные выводы. Вот кому интересно, я оставлю ссылку в инфобоксе под видео. Называется «Коридор затмений» для всех знаков зодиака. Вы можете и по солнечному знаку себя посмотреть, но кто-то, знаю, смотрит и по асценденту, и по луне тоже. Вот посмотрите, может быть, чем-то будет вам полезно. И это видео, безусловно, будем реалистами, не устаю это повторять, носит общеинформативный характер и не может служить основанием для принятия важных решений. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и как-то вам видео будет полезно. Итак, давайте мы достанем первую карту. Что важно знать на неделе? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Что скрыто? Вот такую карту достанем. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Денежную энергетику на неделю давайте узнаем. Что в личной жизни? И совет от карт. Подытожим наш прогноз. Что важно знать? Девятка монет. Это карта самодостаточного человека, человек, который строит свое будущее сам. Это получение денег, это решение вопросов, может быть, связанных с недвижимостью, имуществом в высоких инстанциях. Когда-то что-то мы сделали, может быть, хорошо прежде, и мы теперь получаем этот результат. Либо и на сегодняшний день есть возможности для себя какую-то историю, пусть имущество, или все равно это где-то финансы, денежный эквивалент для себя решить тоже со знаком плюс. Или по бизнесу, по работе получить новую должность, в конечном итоге получить больше жалования, да, больше денежный тоже эффект. Но когда у нас все получается, когда нас все радует, по крайней мере, то, что касается именно финансов. Ну, понятно, что у каждого свое понимание о том, сколько нужно денег, но, тем не менее, успешные периоды, успешная неделя для самореализации. Неожиданности, император. Вы можете, мои дорогие Весы, столкнуться с человеком, который себя считает абсолютно чем-то правым. Вы можете пойти оформлять какие-то документы. Может поступить очень важное предложение от подобного императора. Может быть, и, знаете, вы столкнетесь с человеком, который как будто не хотел проявляться в ваш адрес более эмоционально, когда человек вам скажет что-то более конкретное. Или может быть, он и думал делать какие-то предложения, но тоже побоялся быть слабым, да, или что вы его таким сочтете. Вот есть такой момент. Мы можем сами столкнуться с человеком, который наделен властью, который высокий чиновник, занимает определенный пост. Или мы будем стремиться к этому, и нам, может быть, тоже, как оказия, либо предложено, либо наперед у нас будут варианты построить свою карьеру. По этой карте мы можем столкнуться и с законом, представителями именно законной власти, или с законом самим по себе. Может быть, мы хотим что-то оформить, и нам придется учитывать какие-то положения, правила, нормы, регулировки. Все-таки по императору есть такой посыл, когда как будто по закону, да, ведь это у нас все равно иерархия какая-то предусматривается по этой карте. Так вот, может быть, по ступеням иерархии придется у кого-то пройти не одну ступень только, а как будто перейти, а может быть, их даже 5. Но значит, мы должны уважать эту власть, эту иерархию, не делать чего-то такого, что
в противовес, даже если нас это просто выводит из себя, а вот как будто уважать ее лучше, потому что нас тогда по-другому как-то будут оценивать, более серьезно воспринимать. Нам тогда быстрее, тем не менее, получится осуществить, может быть, даже в 10 дверей войти, и это будет быстрее, нежели мы войдем в одну и начнем что-то доказывать и выйдем ни с чем. Вот где-то этот момент тонкий, он тоже может присутствовать. Может быть, знакомство новое с таким человеком, который тоже наделен властью или, ну, где-то занимает высокий пост. Чему сейчас не время? Возможности сами по себе. Что-то завершать или ставить в чем-то точку. У кого-то это просто могут быть взаимоотношения с человеком, который всегда настаивал на своем. Или, как знаю, по принципу есть два мнения, мое и неправильное. И вам захочется, как я устал или устал от этих отношений, все, ставлю точку. Может быть, не время, как будто 13-й старший аркан – это карта трансформации, искусственно что-то завершать. Вот если оно завершается в вашей жизни как будто само по себе, ну тогда мы это провожаем. И, кстати, в этой колоде карт нам показана лошадь. Вот темноватая карта, плохо видно. И по бокам как будто деревья. И это происходит зимой, вьюга, холод. И нам карта говорит, что деревья кажутся безжизненными только зимой. Когда наступает весна, наступает расцвет. То есть не надо думать, что если даже какая-то ваша прежняя история уже точно закончилась, что это навсегда. Вот этому не время. Значит, что-то завершается, трансформируется для того, чтобы перед вами и были эти возможности, и, что немаловажно, вы ими воспользовались. Поэтому где-то надо быть оптимистом, безусловно. Не находиться в этой темноте. Нет, это будет как, ну, вот этому не время. И с другой-то стороны, если мы сами инициируем какой-то разрыв, то тоже этому не время, мои дорогие весы. Тут словно пространство и время расставить все по местам. Что нам помогает? По пятерке монет буквально, несмотря на то, что деньги есть, когда мы больше пользуемся дипломатией раз, потому что отсутствие взаимопонимания по этой карте идет. Так вот, когда мы какую-то дистанцию не расширяем, если мы друг друга прежде не поняли. И с другой стороны, когда мы экономим деньги, что-то просчитываем. Вот буквально это нам помогает. Что скрыто? Паж жезлов. Знаете, скрыто, тут не столько скрыто, как какой-то новый проект, который у нас прям, ну, очень хочется заняться. Или продвигаться в этом направлении, но нет какой-то определенности. Это какой-то импульс, посыл. Или просто вот этот самый импульс нас может вынудить или подтолкнуть, чтобы мы кому-то что-то сказали, а как будто этому сейчас не время, не место, если это будет касаться разрыва. Или когда мы, вот как по императору, и ведь по императору может захотеться сказать все, что я думаю, а как будто этому сейчас, ну, точно не на этой неделе подводить какие-то подобные итоги, разрывать какие-то связи. Тут больше консолидировать, может быть, устанавливать вот эту самую дипломатию. Потом мы разберемся. Видимо, сам по себе коридор затмений, он еще продолжается. Это тот период, когда мы еще что-то новое можем узнать, а на этой неделе пока этого не видеть. Но может быть желание такое, знаете, как, эх, я прям вот сейчас наведу порядок в своей жизни, вот прямо со всеми разберусь. И где-то вот эта вот самодостаточность, у вас успешный сейчас период, когда мы для себя можем сделать что-то хорошо. С одной стороны, нам придает уверенности, но где-то эта уверенность может сыграть с нами же злую шутку, что мы погорячимся, понимаете? А потом мы не останемся довольны. Вот почему нам, наверное, карта и говорит, как и деньги сохраняй, так и дистанцию не увеличивай. Скорее больше дипломатии, вашей дипломатии. Но здесь, знаете как, с учетом Марс как раз, он сейчас в вашем знаке, и он дает вам возможность проговорить какую-то свою позицию и сделать, или скорее применить вот эту дипломатию не в плане, что мы словно с кем-то согласились или с чем-то, а когда мы в дипломатической форме умеем отстаивать свою точку зрения. Вот это будет в целом на этот период для вас важно, мои дорогие весы.
потому что затмение еще в вашем знаке солнечное. И пятерка жезлов, правда, мы тут столкнемся с такими людьми, которые утром думают одно, днем другое, или какие-то новости приходят, которые разрознены, какой-то информационный хаос, люди разные. И новости сами по себе такие разношерстные. Сложно с чем-то определиться. И, может быть, люди или конкретный человек, который тоже сам не знает, чего он хочет. Поэтому не ожидайте чудес от таких людей. Не ожидайте каких-то и новостей удивительных. Тут может быть то, что вы узнаете на этой неделе, в последующем и еще раз поменяется. Дела, работа, бизнес. Поэтому с точкой что-то говорить. Вот почему нам и говорит Паш Жезлов, что скрыто, да, или что нам, чему сейчас не время разрывать. Это сплетни могут быть, мои дорогие, такое тоже может быть. Или специально нарочиты какие-то ложные слухи, как минимум один Паш Жезлов. А на самом деле это выглядит все по-другому. А мы где-то поддадимся вот этому импульсу. Да что-то-нибудь и разрушим, вот так. Или кто-то захочет сыграть на наших эмоциях, и у него это получится. А мы словно какую-то, ну, для нас очень важную ниточку оборвем. Вот не делайте резких каких-то движений и решений тоже. Точно не на этой неделе. Финансы. Паш мечей. Вот знаете как, по части денег мы должны видеть какую-то реальную конкретную ситуацию, и причем немножко наперед. С другой стороны, нас не должны уговорить потратить деньги, что-то купить. Есть какая-то правда в реальности. Нам говорят, что у вас сейчас такой период жизни, что больше деньги-то сохранять, нам сразу сказали. А по пажу мечей нас могут склонять как раз купить что-то, или нам самим очень захочется. По этой карте на деньги нам говорят: думай, где-то проводи аналогию между тем, что ты хочешь, и целесообразностью. Может быть, мы что-то купим, а потом разочаруемся. Купим и увидим потом в 2 раза дешевле, а может и больше. Или эта вещь придет в негодность. Или мы о человеке, может быть, который мы с рук даже что-то купили, узнаем еще что-то, вот то, что нас разочарует. Не время принимать какие-то импульсивные действия в целом, говорит карта. Есть какая-то правда, есть какая-то реальность. А мы из-за импульса опять же можем это не увидеть. Личная жизнь, туз жезлов, возможности. Тут возможность примириться, если было утрачено взаимопонимание, найти общий язык, остаться друзьями даже, например. Или для кого-то из вас не обязательно личная жизнь – это про любовь, какие-то новые возможности, дела, работа, бизнес и деньги. Нам все-таки 9 монет выпадает, или пентакли, с картой императора. И 13-й аркан нам говорит: ничего мы сейчас не рушим. А вот как раз новые какие-то варианты сотрудничества мы можем рассмотреть. Или это может быть как ваша идея, чем я на будущее, на ближайшее будущее собираюсь заниматься. Или, мои дорогие, туз жезлов – это карта возможностей. Может быть, какое-то предложение, правда, в вашей личной жизни. Я не могу сказать, что это предложение руки и сердца. Нет. Ну, давай встретимся, например. Вот такое может быть. Или какое-то продолжение прежней истории. Или новая история. Может быть и так. Хотя про новизну нам, в принципе, не говорят. Хотя вполне вероятно, по пажу жезлов могут быть такие люди. Но тогда нужно быть очень внимательному. Не принять где-то желаемое за действительное. Совет от карт. Удерживайте свои позиции, смотрите, императрица. Вот все то, чего вы достигли, будь то это финансы, будь то личная жизнь, или вот ваш какой-то статус, будет очень важно не рисковать собой. Не, это карта власти. Вот, кстати, император, правда, у кого-то личная жизнь проиграется. Может быть, не нашли взаимопонимания, потому что император был жесткий, или где-то вы могли быть жесткие, если меня смотрят мужчины. Или если меня смотрят девушки, значит, какой-то ваш партнер тоже мог быть несговорчивым. Или вот когда есть 2 мнения, мое и неправильное, вы не смогли договориться. Хотя по императрице, если вам важны эти отношения, императрица обойдет все острые углы. Сама дипломатия. Власть, но власть добрая. Она найдет подход и обход, если это необходимо, и со всеми, в том числе и с подобным императором, договориться. Правда, какая-то
личная история может здесь тоже проигрываться. Но это, скорее всего, уже те люди, которые статусные, это те отношения, которые уже какое-то время сложились. Или, может быть, вот это недопонимание было по каким-то мелким вопросам. Вот здесь как раз мы можем это проговорить и разобраться. Не рисковать собой тоже в финансах, повторяюсь. Да, по императрице воплотить как будто свой какой-то проект на будущее – или немножко на пару шагов видеть, куда же я иду, или куда идет мой бизнес, куда я буду развиваться, либо сама, либо куда я буду развивать свое дело, ремесло. Вот это будет тоже важно. Просчитать, может быть, хотя бы на пару шагов вперед. Да, может быть и поменяется что-то, нам об этом говорят. Значит, планы мы потом скорректируем. Но как будто прозорливым быть и не подвергать себе риску. Ваши позиции, ваши статусы, ваши финансы – определенно есть смысл. А дальше разберетесь, мои дорогие весы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.